сегодня 1 мая, день труда. И Сергей уже трудится, не покладая рук. Он что делает? Правильно, он нас всех сегодня удивляет. Сегодня у нас мясо жареное, сосиски пареные, на любой цвет и вкус. Краковские, польские, обычные. Смотрим. И что у нас? Да, есть разные колбаски вкусные. И плохо в Германии то, что кто-нибудь может на тебя донести. Вот я встретил поляка, моего соседа, мы с ним поговорили. Мой сосед через забор, хорват, он держит голубей. Ну, официально на даче голубей разводить нельзя. Ну, он уже много лет их разводит, все глаза закрывали. Так вот, поступил анонимный звонок нашему председателю сообщества, и кто-то доложил. И вот на собрании ему сказали, соседу, чтобы он этот голубятник разобрал до конца июня. А он уже столько лет с этими голубями занимается. Это, можно сказать, хобби. Сидят на линии проводов. Все, не будет скоро голубей у нас. Кто-то доложил. Стуканули, заложили соседа. Короче, мы с Серегой в шоке, потому что... Ну да, прям. Не, ну с одной стороны соседа жалко. Да, соседа, конечно. А тут на тебе. Узнать бы, кто это сделал бы, конечно. Что за редиска такая, которая... А хотя Андрюха что-то в последнее время говорил, они гадили там нам на даче. Да, где-то кто-то, я помню, говорил. Прямо на калитку сидели, там как раз линия проводов проходит поверх нашей калитки. И получается, они сидели и именно вот на калитку гадили. Ну, не до такой же степени, чтобы мне звонить, а как аноним. Я бы представился, бы сказал, если что. Я бы сказал так и так. Позвонил бы, сказал, добрый гражданин, который хочет, да, ответственный, который смотрит, не спит, что делают соседи. Конечно, ребят, жалко соседа, если так по-человечески. Так не делается. Они, голуби, никому не мешают, если разобраться. Вот. И вот сейчас это видео сюда наведи, вот над печкой. Может, такой. Скоро этого не будет, ребята. 1 мая все отмечают, но немногие знают, откуда этот праздник пошел. Был далекий 1886 год. В Америке проходили забастовки в разных городах: Чикаго, Детройт, Нью-Йорк. Одна из больших забастовок была в Чикаго. Рабочие вышли на демонстрацию и хотели, чтобы рабочий труд сократили с 15 часов до 8. Плюс убрали рабочий труд для детей, потому что в то время дети тоже работали наравне со взрослыми. И в одной из больших забастовок, это в Чикаго, анархисты бросили бомбу. Погибло много людей. Уже позже, в 1889 году, в Париже на конвенции приняли постановление, что 1 мая будут проводить демонстрации в честь погибших рабочих. То есть это мы отдаем дань первым рабочим, которые боролись за свой труд, за свои права. В России этот праздник это для нас, потому что сейчас мы отдыхаем, а тогда, конечно, это был не праздник. Первая забастовка рабочих произошла в Санкт-Петербурге в далеком 1889 году. Революционер Бруснев со своими соратниками вышли на забастовку, чтобы свои права отстоять. Это было в Петербурге. И только в 17 году, когда революция свершилась, пришли красные, власть поменялась, сделали этот 1 мая как раз день интернационалом, когда люди могли выйти, рабочие, с лозунгами и пройтись по улицам, сделать такую мирную демонстрацию. И в далеком 1928 году 1-2 мая сделали праздничными днями. Официально люди могли отдыхать в эти дни и выходить, как всегда, на демонстрации. Лозунг «Мир, труд, май». Правильно, Серега? Мы ходили на уборку улиц. Это было субботник, да. И 1 мая ходили на демонстрации. Все с плакатами ходили, вот эти красные, знаешь, «Мир, труд, май». Портрет вождя был? Да, портрет вождя кто-то нес. Это было... Я не помню этого. А я помню, я ходил. Не, мы ходили. Даже где-то фотографии старые есть, по-моему, черно-белые. Мы на этот праздник ходили. Рабочие собирались все вот так.
Ну тогда было это, знаешь, как бы обязаловка. Попробуй не пойди. Значит, ты уже не коммунист, ты уже буржуазный элемент, предатель Родины, все. Могли не ходить только тунеядцы и алкоголики. Как говорили тогда, нежелательные элементы Советского Союза. Их тогда не было. Но они были, но пытались это не афишировать, конечно. Вот так мы перешли потихонечку в историю. Так, ну а что у нас на даче? Мы сейчас все приготовили, точнее Серега все приготовил, мясо готово, сейчас будем обедать, ребята. Картошку-то не я готовил. Ты сейчас Да, сказал, ну вот окей. я всё сделал. Женщины трудились. Да, у нас, как говорится, труд поделен поровну. Я снимаю, остальные делают свои дела. Ой, не стой, ой, на горе крутой. Ой, да не спущай листья. Ну и заодно, пока я красил, снял футболку, решил позагорать, так как витамин D за зиму иссяк, надо немножко подзарядиться, потому что зимой практически у нас солнца мало на севере Германии, постоянно тучи и дожди, и такие солнечные дни, они, как правило, редкие, так что принимаю солнечные ванны. После плотного обеда ждали чай, я решил все-таки чуть-чуть не работать, но покрасил стол. Вот получился. Еще такой же стол я буквально на днях сделал. Тоже мой второй стол. Вот. Люди берут хорошо, потому что он складывается и можно на 4, 6, 8 персон в огороде, где-нибудь на даче, в доме, хоть куда его можно поставить. То есть отличная мебель дачная. Ну так выглядит мой рабочий задний двор, ребят. Кстати, траву я подсеял, потому что мы же с Серегой делали здесь резиновые платы, положили. Вот надо будет опять, я уже находил, надо будет опять здесь подсеять чуть-чуть. Вот не хватило мне одной резиновой вот этой платы, придется, наверное, докупать или так оставлю, не знаю. Хотя, наверное, все-таки докупить, чтобы для симметрии было. Как-то смотрелось. Проблема в том, что цвет не совпадает. В магазине есть, но цвет другой. Как бы не хотелось мне, конечно, портить цветовую гамму. Если не найду, то не хочу другого цвета брать. Вот еще 4 стула стоят. Тоже Ikea. Я их вот как раз сейчас подкрутил все. Теперь они не шатаются. Стабильные все. Единственное, осталось их покрасить. Но сегодня я уже заниматься ими не буду. А вот еще что я забыл сделать. Я же хотел ее куда-нибудь прикрепить к себе мастерскую. Здесь трактир. Вот люди сидят, в карты играют. Им несут выпивку. Собака есть. Короче, мне нравится. Я вот себе на мастерскую вот такую интересную деревянную. Ну, это деревянная подложка, а здесь все сделано из металла. Кузнец подковывает лошадь тут же, наковальня. То есть очень мне понравился вот этот мотив. Решил себе на мастерскую повесить. Красиво смотрится, ребят. Очень сделано аккуратно и все так реалистично. Ну что, ребятушки, давайте прощаться. Хорошо посидели, немножко отдохнули. Я тут успел даже чуть-чуть поработать. Отличный выходной, так что подписываемся на канал. С вами был Андрей. Всего хорошего, всем пока.